1920 год начался с того, что в первых числах января красные столкнулись в Криворожском районе с махновскими отрядами Малашко, Матяша и Бибика. А в ночь на 5 января 397-й полк Красной Армии подошел к Александровску, как раньше называлось Запорожье. Там размещались два махновских корпуса и штаб армии. Через пару дней командиры 45-й дивизии РККА, которой руководил 24-летний Иона Якир, начали переговоры со штабом Махно. Махновцы кинулись по старой привычке наивно предлагать себя красным военные союзники, не предполагая, что те уже давно получили приказ на их уничтожение. До Махна начало что-то доходить только тогда, когда 8 января он получил приказ выступить со своей армией в Гомель, чтобы отражать наступление поляков на Западном фронте. Но армия его, анархическая, была истощена долгой борьбой с белыми и эпидемиями, и, почуяв неладное, Махно отказался идти на Гомель. Махновцы начали разбегаться с оружием по домам, но Нестор Иванович все еще пытается хорохориться и предлагает красным заключить с ним соглашение о предоставлении Екатеринославской Таврической губерниям независимости. В ответ на это 9 января подразделения Южного фронта красных начали окружать махновцев со стороны Екатеринослава, Александровска и Таганрога. Большевистское правительство Украины объявило махновщину вне закона и 15 января отрапортовало о ликвидации банд Махно. Что до нашего атамана Малашко, то он в это время находится в Верхнеднепровском уезде как номинальный командир войск УНР. А фактически он просто объединял екатеринославских атаманов под своим крылом. Канал Ірини Коновець-Поплавської. И был там такой 24-летний Яков Барабаш родом из Дружно-Надеждовки Алферовской волости. Сейчас это село поглотила Комиссаровка. Барабаш был в отряде какого-то Киселева, того убили в боях с белыми, и тогда Яков стал сам во главе отряда. Такие в те годы были стремительные карьеры. И этот Барабаш со своим отрядом пришел на станцию Верховцево и присоединился к атаману Малашко, потому что, как он выразился, образовалось безвыходное положение. Ввиду того, что белые были кругом нас и своей кучей, бороться было невозможно. То есть ситуация патовая. Белые и красные своей массой стали напирать на повстанцев, которых уже осталось не так много. Причем им на головы сыпалась красная пропаганда. Опять же, на свою сторону красные заманивали повстанцев при помощи квазипартизанских отрядов типа Матяша и Агия. Но при всем этом Малашко старается сохранить повстанческий дух в своих подразделениях. И когда Красная Армия стала подходить к Павлограду, он издает приказ о том, чтобы все нашили шлыки к шапкам. Но уже начался разброд и шатание. Повстанцы ответили ему буквально следующее: «Мы ждем своих товарищей-братьев в лице Красной Армии, которые поддержат нас, то есть избавят от белых». Вот такой трагический перелом в сознании, а значит и в бою. Врагов они видели только в белых, а красные оказались товарищами-братьями. Малашко же, после того, как повстанцы отказались от шлыков, попробовал продавить строгий приказ, но и это не помогло. И когда красные части вступили в город Екатеринослав, то, как рассказывает Барабаш, они тогда стояли в Верхнеднепровском уезде. У Барабаша был конный отряд в 120 сабель, а всего их было человек 400. И тогда Малашко отдает приказ о переезде в Сурско-Михайлов, вотчину Трифона Гладченко. Барабаш идти туда отказался, а решил со своим отрядом отойти на станцию Верховцево и там ждать развития событий. Но вышло иначе. Повстанцы расползались по домам, удержать их не представлялось никакой возможности. И вот ожидаемый финал. 20 января красные овладели Верхнеднепровским уездом. И надо понимать, что для них тогда в этом районе было два противника – махновцы и белые. Красные не различали, какой там атаман за что воевал. По их данным, петлюровцы давно покинули эти места вместе с Гулым Гуленко, а все остальные это были махновцы. И вот те повстанцы, которые боролись за идею, оказались в жутком положении. Каждый решал для себя, что делать дальше. Многие реально не понимали, что плохого в красных, потому что в последнее время им втирали, что главный враг белые, против которых они, собственно, и воевали.
А большевистская пропаганда им вдупляла, что если ты простой селянин или рабочий, то тебе нечего бояться, хуже не будет. И вот раздорожье. Малашко в ужасе наблюдает, как его отряды распыляются, дробятся, а некоторые вливаются в ряды Красной Армии. И он делает последнюю попытку спасти положение. Схема такая же, как когда-то он провернул с Махно. Малашко делает вид, что все окей, и требует разрешения от Красного командования сформировать отдельную 4-ю украинскую особую бригаду под его командованием в составе этой самой 45-й дивизии. И пришло время нам вспомнить Дьяковского Харитона Миляновича, того самого с Иллирийской волости, который был назначен заместителем начальника штаба этой 4-й украинской особой бригады. Сам штаб стоял в Софиевке. Таким образом, Малашко не только сохранял свои отряды, но и получал возможность вербовать повстанцев, снабжать их оружием, собственно, за счет красных. И так как мы знаем с высоты сегодняшнего времени, что все это было напрасно, но он все еще рассчитывал на перелом ситуации. Они все надеялись, что придет помощь с запада и Петлюра пришлет им свои войска. Как я понимаю, основные атаманы, которые примкнули к Малашко в то время, это были Илья Иванов-Тишанин и Андрей Черновуз-Гнебеда. Оба со времен их совместной борьбы в армии УНР под руководством Гулова-Гуленка. І був такий атаман Здобудь Воля, який обрисував ті настроєння. Іванов відрекомендував мені Гнебіду як представника Петлюри, який прибув за кордону. Гнебіда висловив впевненість, що совєтська влада буде скоро задушена і Петлюра через 2 тижні війде на Україну зі своєю армією. И еще надо понимать такой момент. Вокруг Малашко остались, кроме идейных повстанцев, также и элемент полубандитский, всякие махновцы, в общем, кто попало. Малашко, я думаю, догадывался, что это конец, но как выйти из ситуации еще, видимо, на тот момент не решил. Все-таки он был атаман, в него верили, что он что-то придумает и скажет, как действовать дальше. Штаб 4-й украинской особой бригады располагался то в Софиевке, то в Саксагане. Малашко упорно придерживался своей позиции за самостийность Украины. Это невероятно. Как бы теперь уже красный командир Малашко, как признавали сами чекисты, вел агитацию за УНР, пытаясь разложить Красную армию изнутри, был непоколебимым поборником самостийной Украины. Малашко стал рассылать циркуляры в границах расположения формируемых им частей волостным и сельским исполкомам о том, чтобы на всей Украине существовала украинская мова, и вводил в школах обучение на украинском языке. И тут 45-я дивизия получает новую задачу – выйти на линию Альвеополь-Вознесенск, так как Красная армия рвалась завоевать Одессу. В это же время большевики начали понимать, что Малашко краснеть не собирается. И тогда начальник 45-й дивизии приказывает Малашко выступить на фронт со своей бригадой. Но Малашко тянет с выполнением этого приказа, отговариваясь тем, что люди раздетые, разуты, недостаточно оружия и пока рано ехать. А сам пытается выиграть время, наладить связь с отдельными отрядами и хорошо вооружиться. И вот в первых числах февраля месяца Малашко едет в Сурско-Михайловку в гости к Трифону Гладченко. Кстати, Гладченко его назвал потом на допросе «батька Малашко», так его, видимо, называли. Малашко привез с собой целую подводу литературы от роста, то есть коммунистическую пропаганду. Это те плакаты, что малевал и писал к ним свои стишата модный тогда поэт Владимир Маяковский. Малашко сказал, что записался в члены партии коммунистов-бородьбистов и сейчас едет в свою бригаду в Саксагань. Бородьбисты – это украинская партия социалистов-революционеров. Такая была. И Малашко признался Гладченко о приказе начальника 45-й дивизии. Гладченко спросил его: «И что, ты типа пойдешь воевать за красных?» Но атаман ответил: «Нет, буду мотивировать, что люди раздетые и разбуты, и на фронт не поеду». Гладченко попросил денег, чтобы отдать долги на содержание лазарета. Но Малашко ему отказал, а предложил ехать с ним, и тогда деньги будут. Гладченко на это не согласился
Малашко пробыл у него на квартире с 8 вечера до 6 утра. И вот терпение большевиков лопается, и они категорически приказывают Малашко ехать на фронт в распоряжении штаба 45-й дивизии, который находился в городе Вознесенске. 3 февраля красные уже наступали в районе станций Раздольная и Выгода, а 9 февраля кавалерия Котовского вломилась в Одессу. И вот Данила Буц, о котором мы рассказывали в отдельном видео, получает распоряжение от командира особой бригады 45-й дивизии Малашко явиться в штаб бригады в селе Саксагань. Там ему атаман Малашко лично заявил, что наша бригада состоит из повстанцев, и вы, как повстанец и бывший офицер, мобилизуетесь мною и назначаетесь начальником хозяйственной части сечевых стрельцов Червоного казачества. Буц не возражал. На другой день Малашко ему сообщил, что есть приказ от начальника дивизии выехать в штаб 45-й дивизии в город Вознесенск. А 45-я дивизия входила в состав 14-й армии РККА, которой тогда командовал Иероним Убаревич или Иероним. Иона, Иероним. Такие странные имена были у красных командиров. И вот Малашко, Буц и Дьяковский направляются в Вознесенск будто бы для получения обмундирования и дальнейших инструкций. И не одни, а в сопровождении, типа как под конвоем. И какими-то странными путями. Сначала им надо было попасть в Кременчуг с пакетом для Реввоенсовета 14-й армии. Но по дороге в Новой Праге, в 4 километрах от Александрии, их задержала комендатура. А из Новой Праги родом был зять Михаила Малашко, Илья Иванович Мишуров, 1884 года рождения, муж его родной сестры Капитолины Васильевны. И, возможно, Малашко хотел там остановиться и даже и передохнуть. Но комендатура Новой Праги что-то заподозрила, до утра их держали под арестом, а днем сдали проходившему мимо латышскому кавалерийскому полку. И как арестованных теперь уже Малашко со спутниками отправили в штаб латышской дивизии, а те на пакете прочитали адрес Реввоенсовет 14-й армии и направили арестованных к коменданту города Екатеринослава, а оттуда они попали в губернскую тюрьму. Там арестованные присели на 2 дня, оттуда их отправили в уезд военком, откуда опять же под конвоем по направлению все-таки города Кременчуг. И вот добрались Малашко, Буц и Дьяковский до Сухачевки и там расположились по квартирам. И ночью вдруг, как рассказывает Данила Буц, пришли 2 красноармейца и заявили, что караул обезоружен, а мы не пойдем на Кременчуг, а пойдем на Кривой Рог. Тогда все пошли на квартиру Малашко. Малашко говорил, что на Кременчуг не пойдем, а сейчас же ночью пойдем на Карнауховские хутора, потому что утром могут схватиться и нас вторично задержать. Было обезоружено и убито 2 красноармейца еврея и 1 русский. Начальник караула сам распечатал пакет, в котором было написано, что Малашко ведет агитацию против советских войск. Караульный отдал нам наши документы. Из Сухачевки пошли пешком на Карнауховские хутора. Сейчас они вошли в состав Николаевки, откуда взяли подводу и поехали в Софиевку. Потом на допросах Буц пояснял, что произошло в эту ночь, я не знаю, но под утро арестованный вместе со мной Малашко превратился в начальника сопровождавшего нас конвоя, который вместе с арестованными отправился не в штаб 14-й армии в город Вознесенск, а в 4-ю бригаду в Софиевку. И тут мы имеем такую интересную заметку. Газета «Большевик Полтавщины», номер 20 от 27 ноября 24 года. Або ось член УКП Білецький, один із учасників бешкету на відкритті семирічної школи в Сухачівці. За Петлюри він організував вільне козацтво в 1920 році. За його допомогою втік з-під варти активний петлюрівець Малашко. А тепер Білецький є активним робітником у Катеринославі. Йому навіть доручено написати історию УКП на Катеринославщине. Их было 2 брата Белецких, и, скорее всего, речь идет о Павле Белецком из Диевки, члена Екатеринославской просвиты. Вот такие перипетии судьбы. Каким-то образом Белецкий узнал, что батька Малашко под арестом в Сухачевке и помог ему убежать из-под стражи.
До Софиевки дошли слухи, что Малашко арестован советской властью, но не знали за что. Наконец атаман прибывает в Софиевку. Все были безумно этому рады. Сейчас же собрали общее собрание старшин, и Малашко обрисовал советскую власть во всех красках, не стесняясь выражений. Видимо, Софиевка еще была тогда островком безопасности от красных на то время. Но черта перейдена. 4 марта 1920 года летит такая вот телефонограмма. По имеющимся сведениям, на станции Каменской со стороны села Криничек предполагается налет банды Малашко и Гладченко, Хмары или Федорченко, около 1500 человек. Гарнизон села Каменское в 120 штыков, из коих 75 милиционеров недостаточен. Но Малашко было пока не до этого. 5 марта с утра он созывает в Софиевке экстренное заседание, куда приглашает всех командиров войсковых частей, которые находились в его подчинении как командира 4-й украинской бригады. Перечислим этих людей, чтобы по ходу рассказа вы их различали. Первый заміститель командира бригади Андрій Чорновус Гнибіда, родом з Веселих Тернів. Про нього згадували як про людину видатної статури з чорними ніби терен очима, носив темно-синій військовий стрій, з правого боку маузер, на грудях бінокль, а з обличчя не сходила приязна усмішка. Второй. Начальник штаба Дьяковский Харитон Амелянович, тот самый из Иллирийской волости. Третий. Заведующий административным отделом штаба бригады, а проще комендант Березняк. Некоторые исследователи утверждают, что это был Тихон Абрамович Березняк, родом из села Обознівка Кировоградской области. Не знаю, подтверждена эта инфа или допущение. Характеризовали его так. 25 лет, среднего роста, брюнет, волос большой, зачесан вверх, лицо круглое, полное, бритое, смуглое. Голос при разговоре мягкий, тенор. Одет в черное пальто, кожух с черным каракулевым воротником, поношенное. Фуражка австрийская фасона. Третий. Командир сотни Верхнеднепровского полка Петренко, родом с приселка Полынки, села Комиссаровка. Четвертый. Профессор Иван Максимович Прохоренко, заведующий культурно-просветительным отделом при бригаде. Не знаю почему, его называли профессором, он вроде бы как преподавал в школе в Веселых Тернах. Пятый. Командир Верхнеднепровского полка Федорченко, известный как атаман Федоров, о нем будет отдельный рассказ. Шестой. Илья Тишанин, известный как атаман Иванов, командир Весело-Терновского полка. Это реконструкция его фото. Седьмой. Командир конной сотни Верхнеднепровского полка Полын. Это тот самый практически мемуарист наш, Иван Михайлович Подгорный, 1901 года рождения, из поселка Султановка Новомосковского уезда. Сейчас это часть Днепра, где жил массив Клочко. Восьмой. Командир конной сотни Верхнеднепровского полка Сухина. Девятый. Комендант штаба сотник Кость Пругло. Был такой родом из села Вербове Бердянского уезда Константин Зиновьевич Пругло, 1891 года рождения. И 10-й. Начальник хозяйственной части, тот самый Буц Данила Антонович, трезвенник наш и аккуратист. Цитируем Дьяковского. На этом заседании сделал доклад атаман Малашко, как его арестовала Александровская ЧК и каким чудом ему удалось вырваться. Дело было так, что весь конвой, который его сопровождал в штаб 14-й армии, перешел на его сторону. Те конвоиры, которые не перешли на его сторону, были им убиты, и последний выход из этого положения – только разойтись по домам. Но ввиду того, что у нас денег на прожитие не имеется, необходимо сделать налет на Верхнеднепровск. Все с его мнением согласились и решили выступить на Верхнеднепровск. Конец цитаты. Как видим, предложение совершить налет на Верхнеднепровск исходило именно от Малашко. Это очень важно, потому что этот момент особо не выпячивается исследователями. Как бы он ни красит атамана, этот налет. Но нет, это был шаг достаточно взвешенный, логичный, и дальше я вам поясню почему. Цитируем Подгорного.
К этому времени было постановлено на одном собрании, на котором не был я, потому что не допустили, совершить налет на город Верхнеднепровск. Я большую часть дня молчал, ни с кем не разговаривал. Часто делались собрания, в которых принимали участие только Малашко, Дьяковский, Тишанин, Прохоренко, Черноус, Мирошниченко, комендант бригады Березняк. Я был на таком собрании один раз, когда налет на город определенно был вырешен. На том собрании было много еще старшин, которых раньше я не видел и не знал. Председательствовал Дьяковский. Он говорил больше всего за то, чтобы выступить против власти. Делал доклад, в котором обрисовывал положение так, что как будто все выступили против советской власти давно и только остается выступить одной бригаде. Когда кончил говорить Дьяковский, говорил Малашко, подтверждая слова первого оратора и грозя проклятием украинского народа тому, кто відсурається від неньки України. После слов Малашко говорил Тишанин за то, чтобы налет выступления было совершено, что он распустит свой полк, весело Терновский, если не будет выступления, что он не привык сидеть сложа руки, что солдаты его разбегутся. После Тишанина говорил Мирошниченко. Последний был против налета, указывал на плохую дорогу, на плохое вооружение. В ответ на такие слова его назвали трусом и слишком старым. Когда говорили Дьяковский, Малашко, Тишанин, то была еще тишина. Но когда высказал о нежелании выступать Мирошниченко, то стало шумно, порядка не держались, и на столе вместо колокольчика, призывающего к порядку, появился самогон, закуска. Начали пить и петь. Конец цитаты. Давайте прямо говорить, что это были мужики, и бывало, что на их заседаниях на столе вместо колокольчика, призывающего к порядку, появлялись самогон и закуска. Были с ними и боевые подруги, и девицы всякие стрёмного поведения. Из песни слов не выкинешь, тем более, что песня их была лебединая. А о Мирошниченко у нас есть отдельное видео. Он и Данила Буц на этом этапе откололись, оба отказались принимать участие в налете и разъехались по домам навстречу своим непростым судьбам. 6 марта утром Малашко во главе отряда человек в 180 были готовы к налету. Подгорный рассказывает: наконец утро, подводы готовы, двинулись в путь. Около штаба бригады присоединились мы к Тишанинскому полку, в котором было не более 100 человек. Там же присоединился Березняк сам, Барабаш Яков сам и другие. По дороге Малашко заболел. Принял командование Черноус. Я был все время неразлучно при повстанцах, присматривал, чтобы они не разбежались, когда проезжали через какое-то село, чтобы не творили насилий. Березняк с отборной гвардией мотался из стороны в сторону, штабные ехали при полку. Наконец вечером после двухдневного путешествия пришли к станции Верхнеднепровск. Под командой Петренко и Ноги, помощника Тишанина, разоружили станционную милицию, забрали пулеметы милиционеров. Тогда же конную разведку произвели Березняк и Барабаш. Милиционеров раздели, и Петренко с Тишаниным хотели расстрелять их, но я отпросил милиционеров, и только благодаря этому никто из них не был расстрелян. Находившийся при станции моряк, кажется, комендант станции, также благодаря моему вмешательству, не был ни ограблен, ни раздет. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А теперь поясню, почему налет на Верхнеднепровск был логическим завершением борьбы украинских повстанцев. Малашко был гораздо дальновиднее, чем многие его побратимы. 3 года постоянной борьбы то с белыми, то с красными. Он прошел Крым и Рим и прочувствовал на своей шкуре, кто такие красные, всю их подлость и коварство. Он ясно осознал, что красные пришли всерьез и надолго, население им не сопротивляется, и далее воевать с ними – это чистая партизанщина. А партизанить в степях он не умел и не хотел. Михаил Малашко больше не мог ничего предложить своим побратимам, потому что уяснил, что армия УНР и Петлюра не способны на данном этапе дать достойный отпор врагу. И умение становиться подтверждает именно наличие у него здравого смысла. Корчить из себя Портоса «я дерусь, потому что дерусь» в таких условиях было неразумно. Поэтому атаман решил напоследок отблагодарить своих побратимов этим последним аккордом. Цель ясная – добыть средства к существованию для людей, которые 3 года боролись за независимую Украину, то есть за идею,
А что дальше, непонятно. Но каждый повстанец понимал, что этот налет, скорее всего, последний в их жизни. У меня кровь леденеет, когда я представляю это их состояние. И после налета каждый отвечает за свою судьбу самостоятельно. Не будет больше рядом батьки-атамана, который скажет им в трудную минуту: «Дітки, хлопчики мої, я тут с вами». Я просто поражаюсь этому человеку и задавала себе вопрос, участвовала ли бы я в этом последнем налете, если бы была таким вот среднестатистическим повстанцем. С точки зрения самосохранения и осторожности нет. Но с другой стороны, а как напоследок не покуражиться вместе с побратимами? А часто ли жизнь предлагает такие вот моменты? Так что стесняться этого последнего налета на Верхний Днепровск нечего. Это уже не была армия УНР. Это были те покинутые всеми повстанцы в самом сердце Украины, оккупированной красными бандитами на ближайшие 70 лет.